Здравствуйте, друзья! Понедельник, меня зовут Александр. Мой понедельничный стрим, я все-таки решил его начать, несмотря на то, что Наташа уже закончила свою работу и сейчас сдаст смену и придет домой. Но я думаю, у меня есть минут 40, а может быть и все 45 минут для того, чтобы рассказать о том, что произошло со мной за последнюю неделю. Вы на канале Альбатрос. Начну с кино. Кино одно из моих увлечений, съемки в кино. Вчера как раз мы снимали одну из последних сцен. Это встреча семьи и других персонажей нашей кинокартины с отшельником. Это новая сцена, она не была ранее запланирована, прописана в сценарии. Так логически получилось, что мы снимали еще раз отшельника, которого сыграл Алексей наш, Оливер Иванович, он же Алексис Миласкис, художник, известный уже в Анапе, абсурдист. Он любезно согласился, хотя день вчера был, конечно, для съемок не совсем удачный. С утра был дождь, но я знаю уже по опыту, что Мальвине Сергеевне, нашему режиссеру, всегда везет со съемками. И, в общем-то, да, был дождь и был даже град, но когда съемки начались, выглянуло солнышко, и оно сопровождало нас до самого вечера. Сейчас солнце уже закатывается поздно, и, по-моему, часов в 6 там еще солнце было. Планировали съемки с 14 до 16, а пробыли на локации, по-моему, до 19 часов. Вот так вот заигрались. Были проблемы, конечно, и с транспортом. Нужно было привезти Алексея. Но все эти вопросы мы решили. Все было хорошо. Мы приехали на локацию пораньше. В 12 часов собрались на конечной остановке, которая называется Кладбище, поселка Супсех. И потом пешком, такой большой группой, мы отправились на нашу локацию практически к шарам. Шары, кто в Анапе было, знают. Я сейчас покажу нашу фотографию финальную. Нашу финальную фотографию. Сейчас, секунду. Потому что она очень интересна. Посмотрите, сколько нас человек там было. Так. Все, показываю, да? Вот такая наша была группа. Вот ваш покорный слуга здесь стоит. На обрыве, на фоне моря. Виды, конечно, оттуда красивые, но смартфон не всегда показывает все, как оно есть. Настроение у всех, как видите, хорошее, замечательное настроение. Что еще было вчера такого интересного? Да, я рассказал, конечно, погода. Погода, с утра был дождь, и все вот эти вот дорожки, тропинки раскисли, и дойти до места съемки было очень сложно, потому что на обувь налипали прямо килограммы вот этой анапской грязи.
Она такая липкая и, ну, налипает, потом ногу поднимешь, она бах, отвалится. Или сделаешь такое движение резкое ногой, она тоже отваливается. Но, понятно, все равно идешь, как будто бы ты идешь на каких-то платформах. Очень так тяжело, скользко, грязно, потому что у меня... Я был в берцах, и надо было, конечно, брюки заправить в берцы, но я этого не сделал, ну, потому что мой персонаж, он такой интеллигентный. И, в общем, все брюки заморал. Это просто ужас. Потом все-таки для того, чтобы сниматься, я заправил в берцы, потому что иначе все было мокрое, грязное, и пришлось это сделать. 2 раза пришлось ходить туда и обратно, а это где-то минут 30 пути от локации до кладбища, потому что Оливер Иванович, он приехал позже, и мы его, ну, мы за ним фактически ездили, и, ну, все равно с ним пришлось от конечной забираться опять на гору, идти по этой грязи. Он над нами подсмеивался, говорил, что почему люди не носят калоши. На нем были замечательные калоши, резиновые, настоящие, крепкие. Я уже не первый раз вижу его в этих калошах. Он и зимой в них вот снимался в предыдущей сцене. Действительно, для Анапы, знаете, калоши, они, я думаю, были бы уместны. И почему их не продают? У него калоши очень такие стильные. Я сейчас только понял, у него, они, видимо, такие калоши, что они так растягиваются, что приобретают форму обуви. И у него обувь такая остроносая, и калоши остроносые. Я сначала думал, что вот интересные калоши специально как-то подобраны. Он говорит, что калоши эти у него давно, ему подарили эти калоши в Москве на какой-то праздник, и он в них вот в Москве ходил, и здесь он их тоже ходит в них, практикует. Я тоже покупал что-то наподобие калош, заказывал на Алиэкспрессе, но это были такие силиконовые, хотя и толстые, значит, такие вот чехлы на обувь, но я их брал в Москву тоже в прошлом году на съемки, но они, к сожалению, быстро по московским лесам, московским тропам тоже пришли в негодность и задрались, и пришлось их выкинуть. А вообще калоши вещь хорошая, я бы сказал. Вот у нас все вчера перепачкали обувь, девушки были там в белой обуви. И, ну, понятно, что это можно, конечно, очистить, но если были бы калоши, то проблемы были бы решены гораздо быстрее. Кто-то там одевал бахилы, но бахилы они не спасают. Бахилы, наступаешь в эту грязь, и эта бахила остается приклеенная к этой грязи. Вот, поэтому бахилы это ерунда. Ну, и когда мы шли, опять же, на остановку к машине с Олей, там мама одной из наших актрис, мы поехали за Оливером Ивановичем, и она говорит, я-то, говорит, ходила мне это не страшно, и она с Алтая приехала, и, говорит, водила конные экскурсии, говорит, вот когда на лошади едешь, то там, конечно, страшно, потому что особенно по каким-то тропам, по крутым спускам у лошади ноги, эти копыта скользят, она чуть не падает, в общем, ну вот так вот. Ну и идем, она все это рассказывает, а дорога тоже такая вся бугристая, скользкая, и
я там тоже несколько раз терял равновесие, говорю, Оля, я говорю, тоже как лошадь. Тело в одну сторону тащит, а копыта в другую едут. Ну, в общем, вот так вот, с улыбками, с хорошим настроением мы шли по этой тропе. Ну, сами съемки были такие интересные, живые, потому что Мальвина Сергеевна нам поставила задачу так эмоционально сыграть положительно, чтобы лица светились улыбками, счастьем, хорошим настроением, радостью, чтобы, говорит, это финальная сцена нашего фильма, чтобы у зрителя тоже долгое время оставалось, после просмотра, оставались положительные эмоции. Вот мы там старались. Все, и Алексей, и мы все тоже. Вот. Хотя сцены там были такие клиповые, то есть там без текста, без какого-то особого там развития сюжета, просто вот семья главной героини и другие персонажи посещают отшельника и поздравляют его с Днем Святой Пасхи. Вот такой был интересный сюжет, такие интересные съемки. Продолжаются читки нашего сценария и нового проекта Мальвины Третьяковой. Времена не выбирают, я тоже в этом фильме буду задействован. Фильм очень сложный, я уже в прошлый раз об этом говорил. Фильм охватывает период с 1926 года по 1991. И некоторые актеры будут играть себя и молодого, и в преклонном возрасте, более старшим. Некоторые будут играть молодых, одни будут играть в другом возрасте, в более старшем другие актеры. Очень будут сложные, значит, локации. Нам нужна будет какой-то хутор, какая-то станица, чтобы там была старые дома, улица, там колодец, какие-нибудь плетни, еще что-нибудь такое. Кони должны быть у нас, много детей, причем разного возраста, от грудных младенцев и 3-7 лет. Все там растут, поэтому, знаете, я когда Юре это рассказывал, я говорю, Юра, это будет фильм наподобие «Вечного зова». Вот. Там будет война, будут сцены какие-то военных лет. В общем, Мальвина всегда берет такие проекты, что вот, как говорится, репу почешешь. Сколько нужно будет, конечно, реквизита, костюмов, всякой утвари. Вот телевизор нужен будет старый в 91 году, который смотрели. Одежда и прочее. Ну, сейчас об этом особо не задумываешься, потому что, если над этим голову ломать, это отдельно надо голову ломать. Сейчас мы просто читаем сценарий, и вот задание, которое мы получили, и в следующий вторник мы должны прийти и рассказать об этом, мы составляем арку персонажа, то есть даже не арка персонажа, арка это немножко другое, Библию персонажа. То есть мы сейчас пытаемся понять своего героя, своего персонажа, которого будем играть. У меня тоже это персонаж, Иван Петрович его зовут. Мальвина сказала, что я хочу видеть его таким кондовым казачиной. Вот, типа, говорит, Гришки этого Мелихова. Вот. Именно по повадкам, по укладу жизни, по отношению к семье, к жене, к детям, к старшему поколению, к хозяйству. В общем, я первую часть прочитал, первую серию этого сценария, второй пока нету, Мальвина Сергеевна нам не дает. Там трудно что-то сделать, там мой персонаж появляется всего в 2
сценах. Ну, понятно, что он в других тоже участвует, но где-то там как бы что-то делает, но просто не вступает в разговоры, не говорит. Хотя это можно тоже прописывать. Вот, потому что описывается семья тоже. Ну, это все будем думать. Об этом вот сейчас мне надо, конечно, вот ко вторнику уже подготовиться. Так, меня смотрит Андрей из Дальнего Востока. Привет из Владивостока. Из города государственного преступника пишет Алексей Скворцов. Юра Полуполтинных смотрит. Привет, всем доброе утро. Так что, ну, сегодня я, может быть, быстро закончу трансляцию. Ну, о кино я уже вот почти рассказал. Ну, а кино, мы с Юрой вот встречались 12 апреля, и Юра рассказывал, что он смотрел фильм художественный, который называется «Салют-7», о космической истории реальной, которая была в нашей космонавтике. Я, к сожалению, этот фильм не смотрел, а Юра говорит, это трилогия. Как же так, говорит, Саша, ты не смотришь такие фильмы? Но он так интересно рассказывал, что мне тоже захотелось посмотреть этот фильм. Ну, что касается Дня космонавтики, я тоже его своеобразно отметил. Я достал свой старый альбом для марок и показал, какие у меня марки есть. А собирал я как раз тему космос, и в основном я собирал космонавтов. У меня разные были там, я помню, у меня там спутники какие-то были, еще что-то было, луноход был, ну, вот такие марки. Но я путем обмена, я собирал только космонавтов, и космонавтов у меня достаточно много, вот начиная от Лайки, потом есть у тебя марка, значит, собачий экипаж был «Уголек и ветерок». Есть Гагарин, Терешкова, там, Береговой и все. Я не помню, кем я там закончил, но есть у меня марки «Союз Аполлон», советско-американский экипаж, орбитальной станции международной. Ну, в общем, интересно рассматривать. Я вот когда рассматривал эти марки, а Юра мне рассказывал про этот фильм, я думал, как же сейчас все-таки, где же наши те все космонавты? Конечно, кто-то уже ушел из жизни, кто-то продолжает жить, но вот, тем не менее, интересно было бы, конечно, о ком-то почитать еще, и я, наверное, ну, в свободное время займусь, найду, посмотрю. Вот так я отметил День космонавтики, повспоминал, разглядывая свои марки о достижениях Советского Союза. Так, что еще? Ну, литературная деятельность у меня пока без изменений, все так же, все только в планах. Все только в планах. То есть это совместная работа с Юрой, воспоминания, биография семьи. Юра, к сожалению, пока не может установить на ноутбук программу Word. Я ему хочу в этом помочь. Но не Word, Office. У меня где-то на дисках Office должен быть, какие-то версии. Попытаюсь вот перекачать, ну, перекинуть на флешку и ему унести на флешке, чтобы он установил и уже понемножку приступил к редактированию своей части этого нашего совместного произведения. Что еще? Ну, по мазуту все очень плохо, В сети появились такое мнение, что Анапу просто решили слить. Ну, как бы про Сочи, про Крым говорят меньше в плане мазута, хотя там тоже он есть. Вот. Но якобы почему-то вот кому-то не угодно Анапа, именно хотят не подставить, а вот именно сосредоточиться на Анапе, чтобы вот тут сезон точно сорвался. Не знаю, кому это нужно.
это очень все как-то так сложно, и об этом пусть другие размышляют. Но 4 апреля были выбросы, и выбросы продолжаются. Азаровский блогер, молодец, конечно, каждый день он мониторит ситуацию, прямо вот полностью побережье, от Бугасской косы до лечебного пляжа. Ну, каменистый пляж в Анапе мало кто мониторит, как-то про него мало пишут. В основном, конечно, всех волнует песок. Кое-где песок опять стали грузить в мешки и вывозить. Жители поселка Воскресенский обратились к президенту Путину с просьбой решить вопрос о вывозе замазученного песка с полигона, который устроили возле поселка, возле хутора Воскресенский, здесь у нас возле Анапы, это буквально вот 20 минут езды. Так что ситуация очень такая серьезная, это действительно экологическая катастрофа. И сейчас мы с вами быстренько посмотрим, что нам Азаровский показывает. Ну вот он уже есть какие-то небольшие у него 4 сообщения. Ну вот сам Азаровский. Давайте откатим немного назад. Конечно, он показывает нам красивые закаты. Мазут на гравийном берегу Меганома. Так, конечно, красоты. Это, значит, это Керчь. В Керчи тоже большие выбросы мазута. Мазут такой, знаете, он уже по структуре совсем другой. Он просто текучий и просто впитывается в песок. Вот. В Крыму сейчас тоже появились люди, которые, связаны с каналом Юрия Азаровского, и они тоже сюда, значит, теперь постят в этот его канал новости. Вот. И даже говорят, что вот в Керчи был выброс большой, и именно канал Азаровского помог донести информацию до администрации Керчи, и там теперь тоже борется с этой бедой. Вот. Так. Тут Юра, что-то там, какие-то шутки у него. Давайте посмотрим, что это он. Это вот буквально в 8:21, буквально вот 2 минуты назад. Пляж Динамо приветствует вас. Сегодня понедельник. День обещает быть просто великолепным, теплым и прекрасным, классным. Смотрим, у нас тут собираются районы. Время уже 8 часов 10 минут. Теперь машины МЧС катаются. Лавка тут появилась, кстати. И на берегу стоит, я понимаю, что тоже, наверное, водолазная служба. Тут грязный берег, значит, в этом районе тоже есть какие-то залежи мазута. Они, в принципе, есть до Динамо, тут до Лазурного берега, между Мелью 1 и 2, в правую сторону пока пустота. Помните, я говорил, как люди до Дагарсила десят, смотрите, тут тропа, она чистая. Справа высев, слева высев черная. Тут, где ходят люди, уже на ногах все ушло. Помните, про метод ноги Азаровского шутил, думаете, высев есть, он причем тут довольно-таки крупный, если бы мелкое сито запустили сюда, прицепы, которые, даже видите, вот есть. Желание надо, они стоят, берите, как говорится, делайте, пользуйтесь. Но нет. И выходим на берег моря. Что у нас здесь изменилось? Красный песок. Серьезно? Блин, ладно, я про это отдельно сниму. Я честно, я снял очки, я думал, меня глючит. Нет, не глючит. Красный песок, ребята. Просто красный. Не знаю, что здесь произошло. Я думал, белочка пришла.
Слишком переволновался. Так, вот, в общем, старые выбросы, видно, что никто не убирал ничего. Что выходные были, это режим ЧС. Мне говорят, а кто в выходной там что-то убирать должен? Ну, обычно, когда пожар, там, знаете, горит что-то, ЧС. Ну, нет такого, что пожар говорит, так, все, сегодня выходной, мы пошли. Ну, так красиво. Так, ребята, сегодня до плюс 16 обещают. Северо-восточный ветер, он уже работает, он напрямую дует в берег моря. Море у нас сегодня будет с отжимом. Ну вот видите, вот буквально сейчас Азаровский находится на берегу моря. Видно, что машина ходит, КАМАЗ МЧСовский, Газель МЧСовская, целая толпа, наверное, человек там 10-15 стоит тоже сотрудников МЧС. Возле дюн песок покрыт вот этой вот мазутной крошкой, которая все сплошь покрывает, и от этого берег и пляж таким выглядит черным, особенно если так под углом смотришь и вдаль. Я тоже это показывал, просто пляж черный весь. Вот. Ну, в этом месте, видите, свежих выбросов он не обнаружил, но опять обнаружил какой-то красный песок, что-то там, почему, не знаю, откуда это, то ли сорбент какой-то посыпали, то ли какую-то гадость опять вынесло, типа, как вот пальмовое масло. Кстати, вчера прочитал, что пальмовое масло, там были разборки, кто говорил, что танкеры вот эти мыли и сбросили вот эти слив. Кто-то говорил, что была утечка пальмового масла прямо из судна, из какого-то. Но факт то, что пальмовое масло тоже оно очень вредно для экологии, потому что оно образует при высоких температурах, ну, имеется в виду дневных солнечных, от солнечных лучей, образует пленку, которая, конечно, ну, вредна для обитателей моря. Да и вообще какая-то посторонняя гадость, когда в море плавает, она явно не на пользу. Даже если это просто какой-то мусор, плавает пластик, мы понимаем, что это не на пользу морю. Ну, мазут есть, и если вам интересно, посмотрите вчерашний день. Мазут был практически везде, как я говорил, от Бугасской косы до лечебного городского пляжа. Конечно, где меньше, где больше, но мазут есть. И, в принципе, уже действительно идут разговоры, и ательеры согласились, что сезон будет очень плохой, снижают цены на путевки. Детские лагеря тоже отмечают факт, что идет массовая сдача закупленных ранее путевок на летний отдых детей. Поэтому понятно, что все, сезон у нас под угрозой. Хотя вот буквально до 4 апреля, когда ситуация была такая, до штормов, была более-менее спокойная, и собирались наши представители администрации, решали, как они там будут открывать сезон, какими праздниками, какими мероприятиями. Но, видите, природа, море вносит свои коррективы и говорит, что нет, ребята, все не так, ребята, и выбрасывает очередные порции вот этой гадости, которые загрязнили наше море. Так что печально, друзья. Так, что еще? Ну, в семейной жизни, в общем-то, все хорошо. Вчера Маша, ну, у нее в гостях была подружка ее, и когда я пришел вот как раз с леса, со съемок, я говорю: девочки, я весь грязный, был в лесу, сейчас буду вот заниматься чисткой там обуви, всего-всего. А Даша спрашивает, говорит: а что, у нас в Анапе есть лес? Да, ну лес понятие такое, да, для Анапы. Мы-то лес представляем, как говорится, вот корабельные сосны, когда действительно тайга, багульник, сопки,
Тут, конечно, лес совсем другой, но да, тоже его называют лесом. Так, Наташа, как я сказал, работает сейчас на 2 работах. Она будет работать через день. Вот сегодня она приходит, проводит день дома и завтра утром уходит на 2-ю работу. И вот так вот она 2 работы совмещает. Ну, почему она работает? Во-первых, она говорит, а что, говорит, сидеть дома, если есть возможность заработать. Во-вторых, ей нужно это для того, чтобы показать доход, когда мы будем Машу отправлять на учебу в Австрию. Ну, об этом я расскажу позже. Вот буквально позавчера к нам приходил репетитор Машин, Инна Николаевна, и они здесь по интернету проходили тест. Ну, там в одном из университетов, я сейчас не помню, какой университет, по-моему, в Линце, что ли, в Австрии. Вот, там выложен тест, и вот они, ну, на знание немецкого языка, и вот они этот тест проходили. Вот. Причем это Маша сама организовала. Наташа говорит, я даже... Сначала, говорит, ну, Наташа была дома, говорит, сначала Маша пришла, вот, а потом Инна Николаевна. И оказывается, ну, то есть Маша молодец, она все-таки у нас девочка такая самостоятельная, сама решает какие-то вопросы. И вот она договорилась со своим репетитором, и они встретились и включили компьютер, нашли соответствующие вот эти вот вкладки и проходили тест. Так что вот, поэтому Наташа и работает. Да, все это очень непросто, с визами туда-сюда. Но мы это в прошлом году у нас Маша ездила в Лондон. Вот, все это, конечно, уже проходили, то есть это визы, прочее, это очень все сложно. Но все это решаемо. Если находить, как говорится, интернет вам в помощь, если кто-то хочет что-то добиться, какой-то цели, он всегда найдет пути, как это сделать. Хотя препятствий сейчас в настоящее время очень много, но тем не менее к этому надо идти. И дорогу осилит идущий, старая истина. Так, что еще? Что еще, друзья мои? Так, ну, вопросов никаких, как всегда, нету. Поэтому, если вас, как говорится, ничего не интересует, давайте подожду, может быть, кто-то что-то спросит. Все-таки 6 человек меня смотрит. Вспомнил, друзья. Значит, про Рутюб. Как вы знаете, вот вы меня сейчас смотрите на Ютубе, а у меня есть еще канал на Рутюбе. На Рутюбе я канал заводил в прошлом году, назвал его, я, в общем-то, как бы так особо не стремился, но Рутюб, о нем очень много всего плохого говорится. И я завел канал просто, чтобы был. И назвал его «Хренова туча». Ну, просто вот от балды. «Хренова туча», да и все. Потому что там хренова туча всяких материалов разноплановых. Но оказывается, что Рутюб тоже мой стали смотреть. Увеличиваются доходы. Хотя у меня там сейчас где-то 150 подписчиков всего. Но у меня когда-то и на Ютубе было 150, между прочим. Это сейчас у меня 16 тысяч. И там уже у меня где-то 2250 рублей. То есть, как бы, я думаю, ну, почему бы нет, раз там так сейчас дело пошло, думаю, надо канал-то немножечко оптимизировать. Вот. А как обычно ищут? Чтобы найти что-то нужное, нужно ввести нужную в поисковую строку нужный запрос. Допустим, хочешь найти хреновую тучу, ну и вводи хреновая туча. Ну кто эту хреновую тучу знает? Никто не знает хреновую тучу. Если только кто-то случайно введет, тогда он на мой канал попадет, да? Поэтому я решил сделать
так скажем, такой ребрендинг. И вот флаг у меня, видите, висит, YouTube канал. Теперь у меня канал будет, и я, наверное, флаг поменяю, закажу в Китае флаг новый. Канал будет у меня называться «Объединенный телекоммуникационный канал Альбатрос». И он будет охватывать сразу две платформы, это YouTube и Рутюб. Поэтому свой канал на Рутюбе я тоже назвал аналогично Альбатрос Анапа. Я сейчас покажу, как он выглядит. Вы посмотрите. И поэтому, друзья мои, теперь, если кто-то захочет найти меня, обычно как я говорю, все спрашивают, как тебя найти? Я говорю, набирай Анапа Альбатрос и попадешь. Вот. Теперь люди будут, и те, кто меня смотрит, и кто меня ищет, и кто меня не может смотреть на YouTube, они будут смотреть меня на Рутюбе. Вот сейчас я открываю свой канал, и вы посмотрите, как он выглядит. Вот так вот выглядит главная страница моего канала. Вот. Альбатрос Анапа. И выглядит вот так значок. Вот маленький такой значок. Здесь прямо написано Альбатрос. Все это мне помогла оформить этот канал нейросеть. ChatGPT. ChatGPT сейчас шагнул вперед и уже может генерировать изображение. Я это тоже, кстати, недавно узнал. И обычно, знаете, с русским шрифтом очень большие проблемы есть. Вот. А тут мне сам канал, вот это изображение, Анапа Альбатрос, и даже надпись «Объединенный телекоммуникационный канал», мне он сам предложил, ChatGPT. Я так удивился, думаю, ну ладно, мне это нравится. Вот, он мне нарисовал моего вот этого альбатроса, нарисовал солнышко. Солнышко он сначала такое вот, как бы другое было, потом я говорю, ты мне солнышко сделай в полоску. Он мне сделал солнышко в полоску. В общем, все мне хорошо нарисовал, замечательно. Вот. И вот он мой канал, вот здесь те же самые, значит, тоже главная страница, видео, есть шорты. Тоже, ну, шорты, они плохо идут. На YouTube шорты очень хорошо идут. Шорты, если я выкладываю на YouTube, там сразу за день-два 1000-1200 просмотров. Вот. Но на YouTube, конечно, немножечко похуже идут просмотры, но лиха беда начала. Вот. Если зайти в мою студию Рутюба, вот. Ну, я сейчас свои доходы показывать не буду. Я обещал, что когда 3000 накопится, я зайду. А так вот тоже, здесь видите, вот у меня 153 подписчика, 308 комментариев, 22 938 просмотров. Это у меня за какой период? С 14 марта. Да, с 14 марта. Или что это такое? Что-то как-то я не пойму. Да? Нет, что-то как-то вот я еще не совсем тут разбираюсь в этом. Что это означает? Вот. С 7 по 13 апреля 1399 просмотров у меня. На 17% меньше по сравнению с прошлой неделей. А в среднем у меня 1999,9 за день просмотров. Вот, то есть 200, всего 200 просмотров в день у меня. Вот. Поэтому, если вы будете заходить на мой Рутюб, то вы тоже будете мне помогать. Видите, 153 подписчика, 22 подписчика за 30 последних дней. То есть, ну, как бы все там растет. То есть, Рутюб стал у меня развиваться сам по себе. То есть я особо-то ничего не делаю, ну, я говорю, относился к этому каналу как вот хреново туча да хреново туча, так. А сейчас там все пошло, вот пришлось мне сделать, там его оформить по-другому, и теперь у меня Рутюб как бы заработал,
заработал, стал приносить какие-то копейки, и это очень хорошо. А знаете, как вот, когда я YouTube свой развивал, я же говорил, что проснуться миллионером можно в любой день. То есть, если у тебя вдруг какой-то ролик, даже, может быть, самый-самый такой плохой, вдруг попал, как говорится, в топ, и его посмотрело миллионы людей, то у тебя и доход сразу будет очень даже хороший, да? Ты получишь там тысячи, десятки тысяч рублей. Рутюб ничем не отличается от Ютуба, у него такие же алгоритмы, и у меня-то сейчас какие просмотры? Там, ну, вообще смешные просмотры. У меня даже до 100 не доходит просмотров каждого ролика, да, редко, когда там у меня цифры 200, 300 там или 1000, вот, хотя тоже такие ролики есть. Но каждый ютубер и каждый рутюбер, он всегда ждет, когда его ролик завирусится, то есть он станет распространяться как вирус, да, и его посмотрят миллионы людей, и тогда у тебя и доходы будут тоже очень-очень хорошие. То есть ты можешь проснуться, и у тебя на счету десятки тысяч рублей лежит. Ни с того, ни с сего. Поэтому как бы канал должен быть, и в принципе можно целенаправленно искать и снимать такие ролики, да, какие-то вот такие вот вирусные. Я-то ничего не снимаю специально, я обычно снимаю там, сходил на прогулку, снял, выложил. Вот я снимаю вот этим Гелиосом, да, объективом. Очень красивые, я считаю, у меня съемки, и они достойны того, чтобы их люди смотрели, радовались, наслаждались. Но такие ролики никому не нужны. Смотреть на красоты, на лошадей, на цветочки никому не нужно. Нужен какой-то скандал, нужно, где кто-то там упал откуда-то, или где-то кто-то повис и висит, понимаете. Если бы я, допустим, снял какого-нибудь алкоголика, который там залез на крышу и пытается там всех пугает, что он сейчас сбросится. Вот это бы, да, ролик, да, набрал бы сразу там многие тысячи просмотров. Вот, но я за таким не охочусь, мне такое не попадается. Вот, я выкладываю такие вот интересные, смешные, красивые картинки. Так, ну ладно, 42 минуты мы в эфире. Вопросы. Так, красивая заставка, только альбатроса летящего нужно добавить, а то мы не признаем новые картинки. С новым брендом в новой реальности. Спасибо. Ну все, я что-то слышу, там что-то как-то какой-то гром, то ли Наташа пришла, то ли соседи. Поэтому я заканчиваю свою трансляцию. Всем счастья, добра, любви, мира. Пока.